Этот раздел личного кабинета предназначен для загрузки в себя формул прощения для стирания имеющихся у вас в теле эмоциональных блоков. При необходимости провести внутреннюю чистку в любом из разделов этого сайта, вам нужно будет перейти в этот раздел личного кабинета и здесь поработать с приемом «Эффективное прощение». То есть работа с приемом «Эффективное прощение» происходит только здесь. В личном кабинете есть отдельный форум, где вы можете пообщаться с экспертами и задать им ваши вопросы. Также здесь вы можете пообщаться с другими людьми, работающими над очисткой своего тела от эмоциональных блоков. Здесь же имеется общий чат, где вы можете пообщаться с другими людьми, работающими над своими проблемами на этом сайте. Ниже названия тематики этого личного кабинета идут 3 кнопки. Они позволят вам переходить между 4 тематическими личными кабинетами. Ниже идут видео о том, как правильно работать с приемом «Эффективное прощение». Обязательно посмотрите эти видео, чтобы потом не терять время на вопросы, ответы на которые уже есть в этих видео. Ниже в табличке «Ваши объекты прощения» перенесены с ваших рабочих страниц. Вы найдете одну или несколько табличек под названием «Кого мне нужно простить?». Эти таблички были автоматически перенесены в этот личный кабинет с той рабочей страницы, где вы решили какую-то свою проблему, и вам нужно начать очистку своего тела от эмоциональных блоков. Если вы работаете одновременно над 2 своими проблемами на разных рабочих страницах, то у вас в личном кабинете будут 2 таблички «Кого мне нужно простить?». Но мы не рекомендуем работать сразу с 2 темами, например, наладить отношения и увеличить свои доходы. Вы будете тратить силы и время сразу на 2 направления, поэтому нужные вам изменения появятся у вас гораздо позже, чем если вы будете работать только с одной темой. Сначала проведите в себе одно нужное вам изменение, например, выстроите нужные вам отношения вместо нынешних, а потом беритесь за увеличение своих доходов, например. Если уже при работе в личном кабинете вы вспомнили, что вам нужно простить еще кого-то, то вы можете добавить этот объект прощения в табличку «Кого мне нужно простить». Для этого нужно нажать кнопку «Еще» в левом нижнем углу таблички «Кого мне нужно простить». Откроется новое окно, куда вы записываете новый объект прощения. Нажимаете кнопку «Сохранить данные», и ваша табличка обновляется. Пример заполнения таблички «Кого мне нужно простить» приведен на экране. Дальше вам нужно будет составить развернутые формулы прощения на каждый объект прощения. Вам не нужно сочинять их самим, у нас имеется большой архив развернутых формул прощения. Поэтому вы выбираете в табличке «Кого мне нужно простить» первый объект прощения. Например, вы хотите начать с прощения себя. Вы опускаетесь вниз по странице личного кабинета до архива развернутых формул прощения. Там выбираете тему, наиболее подходящую для прощения выбранного вами объекта. То есть вы выбираете тему РФП себя для женщин. Кликайте курсором на эту тему. Перед вами открывается окно, где имеется несколько сотен фраз из разных разделов развернутой формулы прощения. Вы прокручиваете вниз имеющиеся там фразы и выбираете те, которые вам подходят. У выбранных фраз слева ставите галочку. Если что-то в выбранной фразе вас не устраивает, то прямо в этой строке изменяете фразу нужным вам образом и двигаетесь дальше. Если нужной вам фразы в разделе нет, то ее можно добавить. Для этого в конце каждого из 5 разделов развернутой формулы прощения слева имеется кнопка «Еще». Вы нажимаете эту кнопку, открывается новая пустая строка, куда вы записываете нужную вам фразу. Рекомендуем не собирать для себя слишком длинные РФП. 50-70 отмеченных вами фраз для всех 5 блоков развернутой формулы прощения обычно бывает достаточно. Но и не делайте слишком короткие развернутые формулы прощения, они должны содержать не менее 30 фраз во всех 5 блоках. Когда вы составили свою развернутую формулу прощения, то нажмите внизу кнопку «Сохранить данные». После нажатия кнопки «Сохранить данные» вы опять оказываетесь в личном кабинете «Чистим себя». Опускаетесь вниз по странице личного кабинета до таблички «Мои РФП». Там уже находится название только что созданной вами развернутой формулы прощения себя.
Затем вы выбираете второй объект прощения. Например, это будет «жизнь в целом», как в вашей табличке «Кого мне нужно простить». Вы снова опускаетесь в нижнюю часть личного кабинета к архиву развернутых формул прощения. Там выбираете нужную вам тему РФП жизни. Открывается окно с примерами фраз из формулы прощения жизни. Отмечайте нужные вам фразы. Нажимаете кнопку «Сохранить данные». У вас в табличке «Мои РФП» появляется вторая, созданная вами развернутая формула прощения жизни. На экране показана табличка «Мои РФП» с двумя созданными вами наборами фраз для прощения. Затем вы выбираете из таблички «Кого мне нужно простить» следующий объект прощения и с помощью архива РФП создаете свою собственную РФП этого объекта прощения. Итак, для всех нужных вам объектов прощения. Если для какого-то нужного вам объекта прощения в архиве РФП нет готового набора фраз прощения, то вы выбираете любую более-менее подходящую тему РФП и открываете ее. Затем, с помощью кнопок под названием «Еще» создаете пустые строки в каждом блоке и в них записываете нужные вам фразы и сохраняете этот подготовленный вами набор фраз прощения в табличке «Мои РФП». Изменять составленные вам РФП вы можете только через раздел «Архив РФП». То есть снова заходите в нужную вам тему РФП, убираете одни и добавляете другие фразы, потом сохраняете их, и дальше работайте с обновленной РФП. Когда вы подготовите все нужные вам развернутые формулы прощения, вы можете переходить к процессу загрузки в себя этих формул. Для этого вы сначала выделяете в табличке «Мои РФП» ту РФП, с которой вы будете сейчас работать. Вы можете выбрать несколько РФП, тогда их фразы будут показываться вам по очереди. Сделав выбор нужных вам РФП, нажмите кнопку «Начать работу с эффективным прощением». Перед вами откроется экран с техникой безопасности. Здесь вам предложат еще раз почитать ограничения на работу с приемом эффективное прощение и принять окончательное решение, можете ли вы позволить себе работать с этим приемом. Свое решение вы выразите путем нажатия одной из двух кнопок внизу страницы техники безопасности. Если вы выберете нажать правую кнопку, перед вами откроется новый экран. Перед вами откроется новая страница, на экране написано слово «Дышим». Вы нажимаете кнопку «Старт» и через несколько секунд слышите музыку для активного дыхания. Начинайте активно дышать стоя в ритме с музыкой 2 минуты. Лучше дышать ртом. Затем на экране на 30 секунд будут появляться фразы из выбранной вами развернутой формулы прощения. Одновременно эти фразы будут зачитываться вслух авточиталкой. Ваша задача про себя повторять фразы столько раз, сколько успеете за 30 секунд. Затем переходите к следующей фразе. Таким образом, вы прорабатываете все фразы из выбранной вами развернутой формулы прощения. Поскольку по умолчанию каждая фраза появляется только на 30 секунд, вы можете увеличить время нахождения фраз на экране с помощью кнопки «Увеличить длительность». Длительность показа каждой фразы можно увеличить до 200%, то есть до 1 минуты. Длительность показа в процентах показана справа вверху. Когда все фразы из выбранной вами РФП будут показаны, вы можете проработать эту РФП еще раз. Для этого нужно нажать кнопку «Старт» еще раз и с помощью кнопки «Следующая фраза» убрать слово «Дышим» с экрана. Общее рекомендуемое время дыхательной сессии 45-50 минут. За это время вы можете проработать в режиме активного дыхания несколько раз одну РФП или несколько разных РФП. Во время работы с фразами прощения, особенно на начальной стадии работы, возможно появление в теле самых разных неприятных состояний, онемение рук или щек, дребезг в теле, микроспазмы в руках, кашель, сухость в горле и так далее. Это все пройдет позже, а поначалу нужно эти неприятные состояния преодолевать волевым усилием. Но боль терпеть нельзя. Если при повторении какой-то фразы возникает четко локализованная боль в каком-то месте тела, то нужно сразу же прекратить повторять фразу и, не прерывая активного дыхания, убрать боль с помощью приема
исцеляющее дыхание. Видео об этом приеме имеется в личном кабинете. Движение фраз на экране на это время остановите с помощью кнопки «Стоп». Когда боль исчезнет, несколько раз повторите про себя последнюю фразу, на которой возникла боль. Затем запустите кнопкой «Старт» показ фраз на экране и продолжайте работу по загрузке в себя фраз развернутой формулы прощения. С помощью движков в правом верхнем углу экрана вы можете регулировать разные параметры воспроизведения звукового сигнала. Отдельно регулируется громкость музыки для дыхания и голоса диктора, зачитывающего фразы из развернутой формулы прощения. Можно выбирать мужской или женский голос, читающий фразы. Можно менять его эмоциональность или темп речи. Это работает автоматическая читалка. Она иногда делает ошибки в ударениях в словах. Прощайте ей такие погрешности, пожалуйста. Зато с ее помощью вы имеете возможность слышать любые фразы, которые вы выберете или напишите сами. Все звуковые настройки рекомендуем вам сделать в самом начале работы с активным дыханием, дальше они сохранятся. Подобным образом вы работаете до полной очистки своего тела от эмоциональных блоков, заряженных на борьбу со всеми выбранными вами объектами прощения. Если во время работы с очередной фразой прощения вам вдруг придет в голову мысль, что эту фразу нужно как-то изменить или добавить еще какие-то фразы прощения, то вам нужно обязательно сразу же записать эти идеи, не откладывая на потом. Потом они забудутся, это многократно проверено. Это ваше подсознание пришло вам на помощь и подбросило вам мысли о том, что стоит улучшить в вашей развернутой формуле прощения. Вы можете сами активировать процесс получения помощи со стороны подсознания. Для этого прямо во время дыхательной сессии иногда спрашивайте себя, все ли я учла при составлении моей развернутой формулы прощения, нужно ли мне что-то изменить или улучшить в ней. Для мужчин фразы те же, но с другими окончаниями слов. Такие мысленные запросы к себе иногда активируют помощь со стороны вашего подсознания. Полученные подсказки вы можете записать на бумаге, но обязательно крупным и разборчивым почерком. Если писать на бумаге не хочется, то вы можете нажать кнопку «Стоп», показ фраз на экране остановится. Не прекращая активного дыхания, перейдите в другое окно, где у вас открыт личный кабинет. Там, в архиве РФП, откройте РФП нужной вам темы и внесите в нее изменения, сохраните изменения. Вернитесь в то окно, где у вас показываются фразы вашей РФП, нажмите кнопку «Пуск» и продолжите работу над очисткой своего тела от эмоциональных блоков. Если все это слишком сложно для вас, то просто запишите нужные вам изменения фраз на бумаге и внесите их в вашу РФП позже, после завершения дыхательной сессии. Когда вы в первый раз заходили в свой личный кабинет «Чистим себя», то вы переходили туда по кнопке «Перейти в личный кабинет «Чистим себя», который расположен на рабочей странице. Если вам нужно зайти в ваш тематический личный кабинет «Чистим себя» во второй, третий раз, когда ваши РФП уже созданы, и вам только нужно начать работать с активным дыханием, то это можно сделать более коротким путем. Как только вы зашли на сайт и авторизовались, перед вами откроется главная страница сайта. Вы не переходите на нужную вам рабочую страницу, а прямо на главной заходите в раздел «Профиль пользователя». Для этого вам нужно поставить курсор на ваш логин, обычно это ваш электронный адрес. И дальше вам нужно кликнуть на этот логин. На экране это место указано стрелкой на главной. Перед вами откроется страница под названием «Профиль пользователя», или она же «Личный кабинет», «Персональные данные». Здесь вы вносили абонентскую плату за работу в зоне 3 сайта. Сейчас вам нужна будет нижняя часть этой страницы, то есть вы опускаетесь по ней до самого низа в раздел «Информация с рабочих страниц сайта». Эта часть личного кабинета открывается только для тех, у кого оплачена работа в зоне 3. В нижней части страницы вы увидите 4 кнопки «Чистим себя», «Меняем себя», «Убираем идеализации» и «Формируем события». Это кнопки для перехода в тематические разделы личного кабинета. Нажмите кнопку «Чистим себя», и перед вами откроется этот личный кабинет, и вы сразу можете начать работать с эффективным прощением. Но это еще не все. Чуть выше этих кнопок
имеются еще 4 кнопки «Мои РФП», «Мои ПУ», «Мои ПУ для отмены идеализаций», «Мои цели». При нажатии на эти кнопки перед вами откроются те материалы, которые вы наработали в тематических личных кабинетах. Вы можете скопировать эти свои наработки и показать консультанту для выяснения нужных вам вопросов, например. Эти данные хранятся на сайте до тех пор, пока вы работаете в зоне 3 сайта. Когда вы прекращаете вносить абонентскую плату за работу на зоне 3, то все наработанные вами материалы удаляются через месяц, безвозвратно. Учитывайте это, пожалуйста. Работу с эффективным прощением вы продолжаете до тех пор, пока все негативные переживания не оставят вас. Вы должны будете перейти в спокойное или радостное состояние полного принятия мира и окружающих вас людей. Но не дожидаясь достижения такого состояния, вам следует начать работу по убиранию своих идеализаций, либо по смене своих негативных убеждений. Это зависит от последовательности ваших действий на рабочей странице. Но не зависайте только на прощении, двигайтесь по шагам дальше, иначе ваше подсознание решит, что ваша цель – заниматься все время прощением и начнет подбрасывать вам новые ситуации и темы для прощения, а вам это совсем не нужно. Прощение – это очень необходимый, но всего лишь вспомогательный шаг на пути к вашим целям. Не зависайте на нем и не завершайте работу на сайте только на прощение, как бы хорошо вам ни было сейчас. И тогда все будет замечательно на долгие годы.